Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о Андрее Ермаке, это глава офиса президента Зеленского. И на мой взгляд неправильно говорить, что это руководитель офиса президента. Мне больше нравится руководитель президента Украины. Потому что на сегодняшний день абсолютно все, кто хоть немножко в теме политики в Украине, а еще кто имеет хоть какие-то связи и знает немножко больше, чем пишет пресса, хотя уже и пресса начала достаточно писать, о том, что Андрей Ермак участвует в политике страны и абсолютно везде, и своими лапами уже достал чуть ли не до самого мелкого чиновничьего уровня. То есть, говоря грубо, ничего уже в Украине без слова Ермака и без его согласования не решается. На сегодняшний день невозможно назначить или убрать ни одного человека на более-менее значимой должности без воли на то Ермака. Это просто катастрофическая ситуация. И я хочу вам сказать, что на сегодняшний день он в окружении Зеленского является самым опасным человеком. Опасным для каждого гражданина Украины, опасным для нашего государства в целом, потому что именно его подручный Олег Татаров курирует все суды Украины. И по сути дела сегодня, как Ермак распорядится, того человека могут посадить, а иного выпустят. То есть поломать судьбу человеку вообще для них не составляет никакого труда. И вот в конце прошлого года, как они сейчас все, кто находится в высшем руководстве страны, почти все, дали крупное интервью. Значит, вот Ермак дал интервью Наталье Мосійчук. Давайте послушаем. Сьогодні весь наш народ. Тому незалежно від прізвищ, незалежно від позицій, посад і так далі, якщо буде доказано, що якась людина сьогодні вчинила той чи інший злочин, вона буде за це відповідати. І тут позиція президента, вона безкомпромісна. Жодним чином. І жодним чином по відношенню до будь-якого, до будь-якої людини. Про посади спочатку своїх друзів ми ж пам'ятаємо. Ну, во-первых, этот чудак сидит и продолжает дурака включать и думает, что он самый умный, рассказывает какие-то басни, в которые... Кто вообще может сейчас поверить? Хотя я читаю, многие верят, в шоке просто. Скандал с Резниченко, губернатором Днепропетровской области, которого потом на освобождение Херсона приглашают, и Ермак жмет ему руку, я показывал эту фотографию, а зам Резникова Анна Малер такая между ними стоит, ой, какие два больших начальника, я тут, какая я важная женщина. Чудак просто пилит миллиардные тендеры. И это никакая не новость, этим занимается любой губернатор в Украине, просто этот уже, видимо, обнаглевший самый. Ну там в Днепропетровске вообще кошмар, в Днепре, что творится. Это мало? А сколько было до войны? У меня такое впечатление, что он хочет, чтобы все, что было до войны, забыли. Просто сейчас же они, медиа, все захватили, и журналисты не могут работать так, как положено, они там делают сейчас, что хотят. Как они на вертолетах летали, в частных целях использовали, в своих личных целях использовали государственные вертолеты спасательные. Летали в резиденцию, я помню, в Ивано-Франковскую область. И Миша Ткач там чуть ли Зеленского за грудки не брал. И не говорил, что это такое, что происходит. На сегодняшний день уже Ткач награждается Зеленским орденами разными и так далее. Цирк. Боже, во что превратили страну? Ну и это великая ведущая, которую Коломойский хочет сделать президентом Украины. Кстати, возможно, сидят два будущих кандидата в президенты Украины. Это я не шучу. И даже, возможно, во втором туре сойдутся Мосійчук и Ермак. Я тоже сейчас не шучу. Вот сейчас для вас это кажется космосом, а вы дождитесь 24 года. Значит, она рассказывает про посады друзів. Это она намекает, кто не знает, на Ли Кван Ю, что он говорил, что нужно, чтобы побороть коррупцию, нужно посадить друга или там друзей ближайших. Вот понимаете, вот это и есть то, как зомбируют пролетариат, пролетарское мышление прививают на таком ресурсе, там, ее большой канал на ютубе, 1+1, что она рассказывает людям. То есть не концепция, не изменение системы, а надо посадить пару друзей президенту, и тогда все будет хорошо. Да не посадит президент никаких друзей. Баканова уже сколько последствий посадили. А тут сейчас Ермак распинается, что вот только нарушит кто-то, мы его тут же. Так ты сам первый нарушитель. Ты сам первый нарушитель. Что вы делаете со своим кумом Тищенко недоразвитым? Это что, какой-то секрет? Что вы там порасстреляли везде своих? И что этот Тищенко ездит везде позориться? Никто не знает, что происходит. Так это такие только смешные явные факты. А сколько кулуарного я знаю, понимаете?
Я же вам рассказывал, что мне человек, близкий к офису президента, позвонил однажды и сказал, когда я еще находился в Киеве, что из-за твоего канала собирайся и уезжай, потому что тут вплотную тобой собираются заниматься. Еле ноги унес, что называется. И, кстати, вот в этом интервью я просто, честно говоря, мало времени не смог найти. Кто-то из людей мне сбрасывал, потому что я это интервью полностью не смотрел, где Ермак говорил, что тот, кто оскорбляет президента, тот мой личный враг. Да, много кто оскорбляет президента, но я президента никогда не оскорблял. И я вам даже больше скажу, там многие пишут, ты критикуешь, я не критикую. Не есть критикой просто говорить факты и высказывать свою точку зрения. Критика это когда ты делаешь вот так, а надо вот так. Я не рассказываю им, как делать вот так, я вам рассказываю, как надо делать вот так. Потому что для меня понятно, что там ни у кого не стоит задача что-то делать правильно. Они делают так, как им выгодно, поэтому критиковать их бессмысленно. Я просто общаюсь с аудиторией, рассказываю, передаю вам факты и не более того. А для людей це маркер. Не бий своїх, щоб чужі боялися. Для людей це маркер. Это Мосейчук сумасшедшая просто. Ну, просто сумасшедшая. Ну, просто невероятно пустая ведущая и пустой человек. Про политиков вообще смешно про нее говорить. Какой бить своих, чтобы чужие боялись? Так кого это интересует? Видите, вам опять хотят подсунуть бред и сделать с вас дураков. Я просто поражаюсь, как ей вообще в голову может прийти такая дурь. У меня просто два варианта в голове. Или она действительно настолько, или это специально все делается. Я просто третьего варианта не нахожу. Склоняюсь к вот этому варианту. Потому что я действительно знаю, что Мосейчук, я помню ее передачи, я вам уже тоже 1000 раз рассказывал, «Право на Владу». Только кто-то говорит о каких-то настоящих реформах, кто-то случайно там, например, Игорь Мазепа может попадет там к ней в студию или кто-то еще, и что-то случайно про какие-то рыночные реформы настоящие. Не-не-не, давайте сейчас, до свидания, до свидания. Я говорю, для таких, как она, деньги растут на деревьях. Она свой конвертик на британских и Гиргизских островах на фирмочку пришли денежки вне финансовой системы Украины. Это мне нашептали, я не утверждаю, считайте, что мне приснилось. И все у нее хорошо. Зачем ей вообще понимать, как что-то работает? Она что, здесь налоги платит? Или она понимает, откуда деньги могут взяться вообще? Вот такую чушь она вам задвигает. Будущий кандидат в президенти, возможно. Для людей маркер те, що повинна бути справедливість. Абсолютно. Важливо, щоб сьогодні будь-яка людина відчувала цю відповідальність. Нікому не дозволено сьогодні порушувати закон. Хороший тост за справедливість. За справедливість. Це, ви знаєте, це, якщо ви би спитали найголовніше слово після перемоги, це справедливість. У всьому, у всьому, у всьому, у всьому. Какой Ермак справедливый, мне кажется, с него сама Мосейчук уже посмеивается по ходу этого интервью, потому что сидит чудак, который просто живет, полностью окунулся во все закулисное и просто правит парадом за кулисами, который без сомнения хочет стать президентом Украины, он сидит, реально рассказывает про какую-то справедливость. Мы этого Ермака видим только в таких показательных интервью. Кстати, это интервью, это с большой натяжкой, это очередная теплая ванна. У нас журналисты не умеют задавать никаких острых вопросов. Вот и она не задала вопрос. Там про Арестовича спросила, Ермак нахвалил Арестовича, я подтверждаю, это большой человек и много чего сделал. Послушайте, пожалуйста, последний парол Арестовича. Я скажу одну важливу річ, всі ахнуть. І буде дуже багато, я думаю, що бурління. Але якщо ми в сценарії Володаря Перснів, а всі це розуміють, має бути повернення короля. Гетьмана. Тобто хтось Арагорн. А Україна готова до монархії? А я тобі скажу, що якщо раціонально рахувати, єдиний спосіб перебити все московське – це оголосити монархію тут. І сказати, що ми збираємо землі Рюриковича. Все. Ну, чому в Британії ж є монархія, правильно? Не найгірша країна світу. Ну, а були експерименти повернення монархії після... Ну, звісно, Іспанія, наприклад, повертала монарха. Після Франко ж запросив монарха в 75-му році. Зараз це королівська династія. Ну, якщо ви хочете... Ну, французи там щось пробували, не розумієте, вийшло. слова мають значення. У французів є дуже потужний рух за реалістів, так названих. Але приклади є. Поверталися. В Бельгії взагалі назначили короля, тобто призначили королівство. Наприкінці 19 століття ви обрали династію, пожалуйста. Ну, чи воно функціонально на сьогоднішній день? Дивись. Я про інше. Про езотерику.
Якщо люди кажуть орки, 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 то вони намолюють сюжет. Так. Якщо ви вступили в цей сюжет, Так. у нас є битва, є там око якесь, є там бажання знищити младенців і так далі, тьма наповзаюча, то має бути і повернення короля десь. Ну так. Не розумієш? Треба Він- бути щирим. Да, він десь ходить. Тобто давайте доводити до кінця. Сюжети не люблять, коли їх зупиняють. Тому що вони мстяться. Ну, вони потім будуть розгортатися. Ну, тобто, якщо ти, якомусь да, якщо ти іншому. назвався, накликав, то воно піде за сюжет. Так. І ну, от це, якщо от просто поживи з цією думкою, навіть за межами передачі, і пошукай, можемо зараз разом пошукати переваги повернення короля і недоліки повернення короля. То есть абсолютно это какие-то сумасшедшие пришли и руководят моей страной. Просто по-другому не могу сказать. Правда, и до этого были не лучше. Вот, ну просто происходит какое-то... Ну сейчас идет война. Я думаю, надо было просто прийти, если уже тебе надо, как главе офиса президента, там ты договорился, чтобы на 1+1 тебе показали, естественно. Приди, поговори о войне, там 40 минут этими своими штампами наговори, как Буданов, штампами поговорил, и камера выключилась, до свидания. На черта в такие тонкости вдаваться и рассказывать какие-то вещи про справедливость, что мы там всех накажем. Нет, накажут тех, кого Ермак захочет. Кого Ермак не захочет, того не накажут. Зарабатываются на данный момент сотни миллионов долларов, если не миллиарды, на войне. Вот вам и вся справедливость. А то, что они там сказали, что справедливость это главное, это безусловно главное. И именно поэтому я хочу создавать фонд. Потому что Украина должна стать справедливым государством для украинцев, не для вот этого вот всего, которое живет в совершенно другом параллельном мире. Они все живут не там, где живете вы, у них другая Украина. Это вы живете в Украине, где чиновник какой-нибудь Лещенко, вот такой же линоем, сидят в бардах, в советах там Укрзалезницы или другой крупной госкорпорации, которая уже 1000 лет назад должна была быть приватизирована, но она почему-то существует. Вот пришел какой-нибудь наем Лещенко реформировать, там наем в Укроборонпроме, Лещенко в Укрзалезнице, у них зарплата по 15-20 тысяч евро, а у нас пенсия 60, 40, 60 евро. Вот видите, ваша реальная это пенсия 40-60 евро. Это ООН давно уже признала, что не может существовать человек за такие деньги. Тем более в европейской стране Украине, Киев далеко не самый дешевый город, Украина далеко не самая дешевая для жизни страна. Это же не африканская какая-то страна. Да, дешевле там относительно других в Европе, но это не самая дешевая страна в мире. То есть об этом они говорить не хотят. Но про какую-то мифическую справедливость он вам сидит и рассказывает. Я выкладывал у себя в телеграм-канале, кто не подписан, обязательно подпишитесь. Вот «Украинская правда» тоже не выдержала и выложила там статью про Ермака, что он управляет абсолютно всем в этой стране. То есть, понимаете, процессы же происходят. И что бы он там ни рассказывал, тот, кому надо, тот знает. И вот, например, я знаю, я вам рассказываю. Верить, нет, решайте сами. Думаю, тот, кто умеет анализировать, тот уже многое понимает. В целом про Ермака, что я вам могу сказать? Явно он хочет в президенты Украины, и там сейчас может быть вообще разыграна такая карта, что Зеленский не пойдет, а пойдет Ермак. У него может быть громадная поддержка. Сейчас уже, я знаю, ведутся разговоры. Ему готовы дать колоссальные ресурсы на выборы. И там все как надо обыграть политически. Он, конечно, в этом интервью якобы полностью поддержал Зеленского. Но я убежден, что у него очень и очень большие планы. Я единственное, что не понимаю, человек, про прошлое которого только ходят какие-то легенды и мифы, и правду невозможно узнать. Я знаю версию такую, что Зеленский с Ермаком познакомились тогда, когда Ермак был главой какой-то юридической компании, которая обслуживала телеканал Интер. В то время, когда Интер был крупнейшим украинским телеканалом, принадлежал Хорошковскому там, и прочим вот этим вот, на то время там регионалам, будем говорить, а Зеленский был генеральным продюсером телеканала. Они тогда сошлись, познакомились, и, видимо, их так это связывало. Но когда его поставили вместо чмыря Богдана, я прозрел, потому что глава офиса президента ты не можешь вроде бы как из подземелья никого достать, но он так умудрился. И Ермак не может дать ни одно интервью, естественно, потому что он только может приходить на вот такие теплые ванны. У него вообще мало интервью. Я вот, честно говоря, второй раз в жизни его голос услышал сейчас. Но он не готов, понимаете, там, условно говоря, как я, сесть, там, вам, как тоже Зеленский, записать видео какое-то, он так не может. А про какой-то разговор в прямом эфире ему нечего вам рассказать. Вот ему нечего вам рассказать, журналисты боятся у него что-то спросить, потому что завтра просто в тюрьму посадят и все. В лучшем случае лишишься работы, там так эти вопросы решаются. Потому что в Украине сейчас куча заказных дел,
куча людей в политической эмиграции, понимаете? Они сейчас получили шикарный плацдарм для своих делишек, потому что в мирные времена их там как-то еще, хоть кто-то там поджимал за хвост, конкуренты платили журналистам сливали эти расследования, те публиковали, хоть как-то, хоть себя держали в рамках. Сейчас у них произошла полная узурпация власти, и даже если представить, что Зеленский будет дальше президентом, я думаю, что, возможно, Ермака могут сделать и премьер-министром в будущем, потому что Ермак с каждым днем в геометрической прогрессии набирает влияние. Ну и напоследок я вам гарантирую, что вы еще очень-очень много чего интересного про Ермака узнаете. И хлебнем мы еще от него. Я думаю, в ближайший год много чего раскроется. Сейчас даже не будем поднимать тему срыва операции по вагнеровцам, потому что я продолжаю считать, я когда-то давно видео публиковал про Ермака, после которого у меня в Украине со мной связались спецслужбы. Значит, я продолжаю считать, что Ермак очень близок к Российской Федерации, скажем так. Просто вы должны понимать, что если кто-то является агентом какой-то страны, он же не должен топорно как-то в тупую делать свои дела. Можно все делать гораздо более изящно и продуманно. Пока все выглядит именно так. Я ему не доверяю. Доверяете ли вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Интересно почитать ваше мнение. Пока.